Начинается новая глава сюжета – становление Сяо Яня святым. Без сомнения, нас ждут очень интересные события. А начинается все из нападения на павильон падающей звезды. Верно, это уже вторая атака зала душ на павильон. После того, как Сяо Янь проглотил пилюлю Бодхи и готовился к закрытой медитации для очищения сердца Бодхи, он выпустил предателя Ханьфэна. Сяо Янь все это время не убивал его, специально дожидаясь момента, когда Яо Лао сможет лично разобраться с ним. Он достал из своего кольца хранилища бутылку, и душа Ханьфэна, запечатанная внутри, тут же вылетела наружу. Как только Яо Чень увидел Ханьфэна, выражение его лица внезапно стало крайне сложным. В нем смешались ненависть, сожаление и смятение. Этот злобный зверь перед ним когда-то был его самым любимым учеником, и надежда, которую он ему дал, была не меньше, чем у Сяо Яня. Однако этот злой ученик, чтобы завладеть техникой сжигания, объединился с залом душ, чтобы нанести ему удар в спину. Сяо Янь передал душу Ханьфэна учителю, попросив его лично разобраться с этим мятежным сыном, предавшим своего учителя. После освобождения Ханьфэн увидел воскресшего Яо Лао. Однако, в отличие от оригинала и манги, он не упал на колени, умоляя о пощаде. Вместо этого он, надменно поднявшись, начал упрекать и кричать на Яо Лао, словно обвиняя его в чем-то. Но самое неожиданное, Ханьфэн, потеряв самообладание от стыда и злости, внезапно взмыл в воздух и напал на Яо Лао, выпустив мощный удар. В оригинальном романе душа Ханьфэна была так напугана, увидев Яо Ченя, что тут же взмолилась о пощаде. Однако, согласно сюжету аниме и трейлера, душа, в прошлой жизни бывшая всего лишь императором Доухуа, напала на Яо Ченя, не подозревая об опасности. Видно, что он тоже все понял. Яо Чень и Сяо Янь никогда его не отпустят. Вместо того, чтобы сидеть в бутылке и терзаться небесным огнем весь день, лучше сражаться насмерть. Возможно, также Ханьфэн не знал, что Яо Лао стал полусвятым. Стоит помнить, что в этот момент Ханьфэн был лишь на уровне императора, максимум предка, тогда как Яо Лао после воскрешения достиг высокого уровня мнимого святого. Можно сказать, что Ханьфэн, решившись атаковать его, попросту искал себе смерть. С силой Яо Ченя он мог одним взглядом уничтожить Ханьфэна. Думаю, именно это и произошло в аниме. Яо Лао, вероятно, не проявит милосердия и просто казнит его. Однако Яо Чень, отомстивший за свою великую ненависть, не чувствовал себя счастливым. Его охватила бесконечная тоска. Сяо Янь глубоко понимал чувства Яо Ченя. В оригинальном романе, чтобы утешить учителя, он преклонил колени, дважды поклонился и очень торжественно поклялся Яо Ченю, что учитель его учил и воспитывал, и что он не только учитель, но и отец. В будущем Сяо Янь обязательно вернет все унижение и боль, которые его учитель перенес в прошлом. Еще более трогательным было то, что Цай Линь, стоявшая рядом, тоже опустилась на колени вместе с Сяо Янем. Как жена Сяо Яня, она должна была последовать примеру мужа и почтить память своего отца, достойного учителя. Это очень тронуло Яо Ченя и вызвало у него облегчение. Яо Лао беспомощно покачал головой, а его глаза немного увлажнились. Одинокое выражение его лица изменилось. В этот момент он понял, что небеса не отвернулись от него. Возможно, он однажды ослеп, но во второй раз он прозрел. Он мог даже отказаться от своей прежней жизни ради этого ученика. Сяо-Сяо снова назвала его «Великий Учитель». Ее ясный голос вызвал улыбки у всех присутствующих. Наконец, лицо Яо Лао наполнилось радостью. Он поспешно поднял и обнял Сяо-Сяо из объятий Цай Линь. Очень трогательный момент. Несмотря на горькие чувства, связанные с Ханьфэном, Сяо Янь поддержал учителя. В итоге, согласно оригиналу, после того, как Сяо Янь передал дух Ханьфэна Яо Лао, его судьба более неизвестна. В книге нигде не говорится, что стало с Ханьфэном в дальнейшем, но можно предположить, что сделал Яо Лао с душой первого ученика. Сделав все это, Сяо Янь начал готовиться к прорыву в уровень святого, что продолжилось 2 года. Тем временем на сцену выходит старый монстр Тяньмин. Вероятно, это он показан в трейлере со спины. Хотя есть мнение, что это сам глава зала душ по имени Хунь Мишень, на уровне святого 5 звезд. Он мог быть тем, кто послал Тяньцзунов напасть на павильон падающей звезды. Однако, поскольку сам он не появился лично, а главным врагом в том нападении был Тяньмин, скорее всего, это именно Тяньмин. После того, как Сяо Янь получил множество семян Бодхи,
А Яо Лао сумел создать пилюлю Бодхисаттвы. Это мгновенно привлекло внимание множества древних экспертов. Особенно тех, кто застрял на пике уровня почтенного воина и мечтал прорваться к мнимому святому. Многие из них начали вступать в павильон падающей звезды, надеясь проявить себя и получить от Яо Лао сокровища. К этому времени павильон падающей звезды превзошел не только все павильоны, но и долины, став суперфракцией центральных равнин. Секта Тяньмин изначально была номер один, и по мере расширения территории павильона между ними возникали конфликты. В итоге секта Тяньмин напрямую объединилась с такими силами, как Ледяная долина и павильон Ветра и Молний, которые образовали альянс Глубокой реки. Поскольку новые и старые фракции борются за первое место, шокирующая битва неизбежна. В анонсе видно, что на сцене появляется сам основатель секты Тяньмин, старый монстр Тяньмин, обладающий уровнем высокой стадии мнимого святого, хотя показали только его силуэт, без лица. Само его появление означает, что конфликт между двумя сторонами переходит на новый, более опасный уровень. Далее Тяньмин лично возглавляет нападение на павильон падающей звезды. Открыв пространственный портал, он сразу же убивает одного из сильнейших бойцов павильона падающей звезды, уровня почтенного воина. В ответ Яо Лао вместе с Сяо Истянь, королевой Медузой и Цинлинь готовится дать отпор. Хотя по силе Тяньмин примерно равен Яо Лао, он осмелился напасть, потому что заручился поддержкой Зала Душ. На его стороне выступили Гую, второй Тяньцзун, с титулом Святой Гую, и еще один мнимый святой, третий Тяньцзун. Против троих полусвятых даже Яо Лао оказался в опасном положении. В день решающей битвы члены павильона падающей звезды стояли в полной боевой готовности. Внезапно пространство перед ними было насильно разорвано, и образовалась огромная трещина. Из нее, подобно наводнению, хлынула холодная и зловещая аура. В воздухе прогремел громоподобный голос. «Яо Чень, много лет не виделись. Как поживаешь?» Этим человеком оказался сам старый монстр Тяньмин, основатель секты Тяньмин. Двое старых соперников встретились снова, и уже с первых слов между ними чувствовалась враждебность. Яо Лао сразу заметил, что на этот раз Тяньмин привел почти все силы секты. В следующую секунду пространство снова исказилось, и из пустоты медленно вышли две фигуры, источающие ледяное и мрачное давление. Это были два старейших Тяньцзуна Зала Душ, хорошо нам известный Гую и еще один полусвятой начального уровня. Таким образом, на стороне противника оказалось сразу три полусвятых. Такое соотношение сил заставило старейшин павильона падающей звезды побледнеть. Ситуация стала крайне опасной. В этот критический момент Яо Лао быстро принял решение. Он решил в одиночку сразиться сразу с двумя мнимыми святыми, старым монстром Тяньмином и Гую, а того полусвятого начального уровня поручил сдерживать королеве Медузе, Цинлинь и Сяо Ися, действующим вместе. Когда обе стороны столкнулись, напряжение достигло предела. Без лишних слов, Яо Лао мгновенно исчез с места и появился прямо перед двумя врагами. Его тело окутала неукротимая бурлящая энергия Доуци, которая мгновенно заперла противников в поле его силы. Великая битва началась. Нас ждет очень интересное противостояние. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о судьбе Хань Фэна и нападении таких могучих противников на павильон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!